дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению сайтов в Google Discover. И я рад представить вашему вниманию Артема Поклонского. Артем, привет! Привет, Миша. О чем сегодня? О чем? О том же, мне кажется, уже у слушателей может сложиться впечатление, что мы созваниваемся только я занимаюсь Discover. Да. Но вот опять будем рассказывать про Discover. Тему можно характеризовать поговоркой моего друга. Кто не переобувается, у того ноги воняют. Это к тому, что те знания, которые были актуальны там 2 года назад, они довольно сильно изменились, появились новые наблюдения, поэтому я и поправлю, и сделаю большую отсылку к предыдущему материалу, и расскажу сегодня про неперсонализированный Google Discover. Вот. Ну все, Артем, тебе слово, слушаем внимательно. Да, сразу в бой. Меня зовут Артем Поклонский. Не буду рассказывать про все возможные регалии. Мне даже как-то неловко всегда на этом слайде. Опять же, отсылаю к первой конференции, к первому докладу. Там я довольно много про себя рассказываю. Перейдем сразу к делу. Презентация нас ждет большой доклад, поэтому заваривайте чаечек, кофеечек и пойдем. Говорить мы будем сегодня о такой теме, как неперсонализированный Google Discover. Для многих это вообще может оказаться большим сюрпризом, потому что все привыкли воспринимать саму ленту Google Discover как полностью персонализированную, как полностью неперсонализированную, хотя объемами трафика и самым вкусным, так скажем, трафиком обладает именно неперсонализированные карточки. Но перед тем, как говорить о том, что такое неперсонализированный Google Discover, как с ним работать, что такое тренды, какие бывают тренды в России, надо разобрать вообще в принципе, как он устроен изнутри. Вот я тут немножечко жалею, честно говоря. У нас должен был доклад с Мишей состояться в феврале месяце. Если прям в феврале бы опубликовались бы, вообще была бы крутая виральная тема, поэтому тут некоторую информацию вы уже можете найти, она опубликована. Часть информации, она прям будет новенькой и интересной. Начнем мы с логики общей, да, для того, чтобы находиться в контексте. Как выглядит упрощенный цикл показа фида с рекомендациями? Предварительная подготовка. Chrome вообще в принципе проверяет, есть ли у вас интернет, выбран ли Google по умолчанию браузером, да, потому что если у нас выбран другой поисковик, лента не будет показываться, не исчерпан ли у вас лимит на пользователя по количеству загружаемых данных. Лимит присутствует, и он составляет порядка 20 обновлений фида в день. Дальше происходит подготовка данных, Chrome собирает данные, Chrome, мобильное приложение Google, собирает данные об устройстве, интересах пользователя, историю просмотров и отправляет всю эту красоту на сервер Google. Дальше Google подбирает ленту, отбирает статьи, прогнозирует, какой у статьи будет потенциальный CTR, и уже происходит непосредственно отдача рендера на клиент, да, то есть на телефоне. Соответственно, на основании данных, да, вот здесь, на основании мы провели анализ репозиториев, анализ SDK гуглового приложения Google Search, анализ Chrome, совместили эту всю историю с нашими данными по мониторингу Google Discover, и я хочу подсветить вот те механизмы, на которые можно хотя бы как-то опираться. Ну и что вообще получает у нас клиент, да? Что видит Google Chrome, что видит мобильное приложение? Это такой вот дешифрованный файл с информацией о данных, которые приходят в Google. Тут довольно большое число параметров, еще есть там часть скрытых параметров, мы про них сегодня проговорим. Я не буду останавливаться на каждом параметре, тут просто многие из названия понятны, да, там заголовок статьи, URL, адрес домена, на котором произошло, там язык.
Но хочу вам подсветить два таких очень интересных параметра, которые мне, во всяком случае, бросились сразу в глаза. Первая история – это Panoptic. Вот такая некоторая card category, Panoptic Source Channel, Panoptic Content Source ID. Это, наверное, один из очень важных моментов. Просто попрошу сейчас вас запомнить, что это числовой код пайплайна, через который прошла карточка. Что это за пайплайн, мы рассмотрим чуть-чуть дальше. Там задействована такая система NAIDS, которая называется. Есть довольно интересные параметры, которые там внутри содержатся. Опять же, является ли отображаемая карточка персонализированной с флагом там true, false. И почему я хочу поговорить про Google Discover? Потому что карточки с неперсонализированным Google Discover появляются практически всегда. Это первые строчки. Более чем в 90% случаев по наблюдаемой нами телеметрии это всегда первым идет неперсонализированный Discover. Есть еще такой очень интересный параметр Sherlock URL. Скорее всего, это указывает на то, что существует некоторая кнопочка, некоторый, может быть, даже интерфейс со стороны ассессоров, которые отслеживают ленту, по которой они могут посмотреть трассировку информации о карточке, что там менялось, когда там показывалось, и вот это вот все. Но как эта информация попадает в этот фид? Какие механизмы есть, которые вот эту всю информацию собирают? Рассмотрим чуть-чуть поглубже то, как работает вот этот вот алгоритм, цикл со стороны клиента и со стороны сервера. Что нам известно, а что скрыто. Известно нам, кстати, довольно много. Это то, что собирает сам телефон. Очень важные параметры, касающиеся языка, локали, размера экрана, где Android, iOS, на версии Chrome, вот эта вся техническая информация. Она влияет на показ того, что показывается в Google Discovery. Профиль интересов пользователя тоже очень интересно. У Google есть отдельный механизм, которым он отправляет информацию по последним кликам в рамках сущностей, формируя их, наверное, проще выражаясь, формируя по таким бакетам. Это, кстати, очень важный интересный механизм, что очень важна с точки зрения, правда, персонализированного Google Discover, как давно вы получили тот или иной интерес. И со временем, чем старше этот интерес добавлен в ваш веб-активити, который вы можете посмотреть, тем меньше вероятность того, что тот или иной персонализированный контент появится у вас в карточке. Есть механизм, тоже который напоминает, не зря говорят и в целом характеризуют Google Discover как аналог TikTok, аналог рилсов, да, потому что буквально механизмы очень схожи, такие механизмы подавления, особенно механизмы подавления. Да, Google отправляет 500 уже увиденных пользователям статей внутри Discover для того, чтобы их пессимизировать, чтобы при следующем запросе фида у него не попадались те материалы, которые он уже видел. И у Google, кстати, эта система работает, наверное, даже получше, чем в ТикТоке и в Рилсах. Да? Тут еще различается объем потребляемого контента на пользователя, что там в среднем в Рилсах, сколько в среднем смотрит человек Рилсов, да, и сколько он, в принципе, читает информации сколько читает карточек в Google Discovery. Вот. И в целом возможности приложения. Да? Это такие, грубо говоря, хардкорные флаги. Вообще, включен ли флаг показа, не показа Google Discover, какая тема и прочее, прочее. Когда Google получил эти данные, что он делает на своей стороне? Что у нас скрывается, мы можем понимать только косвенно, по некоторым признакам переменных, названий данных в исследуемых нами репозиториях. Первая история – это вообще, в принципе, кластеризация и классификация контента. То есть, когда Google проиндексировал, получил от своего краулера контент, он отправляет этот контент на классификацию. Ему нужно, во-первых, классифицировать, куда этот контент пойдет. Этот контент пойдет в сторону персонализированного, неперсонализированного Discover. В рамках персонализированного Discover ему нужно
определить, извлечь сущности, определить, к какой категории это может относиться, какой тип контента, потому что видеоконтент очень отличается. В каком блоке Discover показывать, про это мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что фид Discover – это неоднородная лента с виджетами. Фид Discover состоит из, если сравнивать с поисковой системой, из разных блоков. Вот где-то у нас рекламная выдача, где-то у нас вопрос-ответ, где у нас что, и точно так же, на самом деле, внутри Discover у нас есть блоки, которые отвечают за, там Moonstone называется, там за персонализированный Discover, есть Geo-Targeting Stories, есть UGC Stories и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, проиндексировав, классифицировав весь контент, который он получил, он предсказывает вероятность клика. Да, то есть это очень важные моменты. Вот классификации, кластеризации мы его сейчас рассмотрим чуть-чуть поподробнее. Почему? Потому что это очень логично с точки зрения любой рекомендательной системы и улучшения этой рекомендательной системы. Ведь этот механизм PCTR, он работает в реал-тайме. И в рамках реал-тайма он должен посчитать, учесть клики, которые уже произошли на текущий момент, и взвесить. А взвесить относительно чего? У тебя в фиде новости там, про Иран и последние мемы. И согласитесь, что сравнивать это абсолютно бессмысленно. Поэтому вот эта классификация и учет числа кликов и прочих экшенов, он идет именно в рамках таких вот, можно сказать, классов, кластеров и классов, кластеров и трендов. И возвращает уже пользователю непосредственно, что ему нужно отрендерить. Причем, скорее всего, мы очень сильно уверены, скажем так, что как раз-таки позиционирование в рамках фида, на какой позиции находится какая карточка, это и есть система внутреннего ранжирования. А Google не возвращает никакого скора, там одно число, он возвращает позицию карточки в рамках группы. И это является, грубо говоря, приоритет относительно всего остального. И более того, в рамках каждых разных групп действуют разные алгоритмы. Об этом вообще мало кто знает. Какая еще нам известна информация из анализа SDK? Есть процесс индексации. Я не буду его сразу, скажу, раскрывать в этой теме, потому что вопрос индексации, если бы я и знал, я никому бы и не рассказал. Это первый момент. А второй момент, хочется при рассказе все-таки опираться в любом случае на какие-то цифры. Я очень не люблю, когда огромное количество каких-то рандомных фактов генерируется сообществом, потом все это активно подхватывают, начинают внедрять, это потом оказывается, что не работает, и прочие вещи, поэтому здесь все-таки хотелось бы опираться, такая индустрия, неизвестно нам ни фактор ранжирования, не то, как работает внутри. Вот. Что нам известно по поводу парсинга? В гугловой SDK-шке мобильного приложения присутствует, есть такой модуль dkpg.java. В рамках него при открытии статьи срабатывает, такой есть там артикл SDK Viewer, срабатывает механизм, по которому в фоновом режиме с вашего приложения отправляются данные на сервера Google. Что это за данные? Буквально это самая основная информация. Скорее всего, это сделано в первую очередь для того, чтобы закрыть контент под paywall. Да, есть определенные там метки, контент-тир, accessible в мета-тегах, которые позволяют считать, и Google просто уберет эту карточку из ранжирования. Он забирает данные title, да, заголовка, что для него важно. При этом из анализа SDK нам понятна полная цепочка фallback'ов, что в первую очередь, что такое fallback? Да? Google парсит schema.org headline, не находит там ничего, или его просто отсутствует, идет в Open Graph Title. Не находит ничего в Open Graph Title, идет в Twitter Title. Не нашел ничего в Twitter Title, заберу тогда внутри и статьи. Именно такая приоритизация. Очень похожая история работает с изображениями. И тут, кстати, я немного переобуюсь. Почему? Потому что
Раньше я считал, мы считали, что использование в первую очередь важно то изображение, которое ты указываешь в рамках микроразметки. Это действительно важно, но не так, гораздо не так, как ту картинку, которую ты подгружаешь в Open Graph Image. Мы рассмотрим это чуть-чуть поподробнее. И огромное значение влияет Open Graph Locale, который указан внутри. Я своими глазами видел пабов, которые, не знаю, там разработка, не разработка, меняли, либо сужали свою локаль до определенного города, потом удивлялись, почему у них трафик из Discover обрушился, или указывался у них, там, не знаю, английский язык Португалия, вдруг у них перестало показываться в других странах, или вообще трафик падал в ноль. Первый момент. Второй момент, наблюдение. Google не отправляет повторно краулер на вашу статью, если на ней ничего не поменялось. Да, то есть зачем Гуглу тратить серверные мощности, включать рендеринг JavaScript, смотреть, что у вас там получилось, когда он может получить эту информацию из визита пользователя. Поэтому важное наблюдение, то, что если вы хотите, чтобы у вас поменялся заголовок, вам заголовок в первую очередь надо менять в момент, когда у вас трафик идет. Про это мы сейчас рассмотрим чуть подробнее. У вас мог появиться вопрос. Окей, интересно, вот есть title, да, Schema.org, Open Graph Title, Twitter, карта, HTML Title. Что произойдет, если у нас, какой из них выбирается? Могу ли я указать там 3 разных тайтла, и у меня Google выберет какой-то один? По данным, довольно большая выборка, здесь за 22 дня, это порядка 33 тысяч материалов. Что мы видим? Какая наблюдается ситуация в фиде в России? Все 3 заголовка совпадают. 32% от всех материалов. В 29% случаев Google выбрал headline Open Graph, предпочтя его другим. Да, и метаданных, которые указаны в 29% случаев. Google сам переписал заголовок, хотя title микроразметка отличается. И еще 8% случаев, когда Google выбрал вообще другой headline внутри. Смотрите, вот прямо на реальных данных. Медуза. Google изменил, премию передавать нельзя, но нельзя передать, просто написав по принципам «пиши, сокращай», взял более нормальную разговорную конструкцию в заголовке. Второй момент. На Евроньюз. Польский мега-аэропорт станет одним из крупнейших транспортных узлов Европы. Евроньюз. Замечательный заголовок. Google решил также и сказал, нет, это полная ерунда. В рамках этого тренда Польша строит мега-аэропорт за 30 миллиардов евро. Извлек эту информацию из текста. Google убирает, это на самом деле довольно доминирующий большой кусок, когда, например, XBT Games очень любят в лайве указывать категорию и бренд, вставлять себе заголовок, и даже там в метаданные полностью бред. По данным видно, как периодически Google то индексирует с этой историей, то потом это выкидывает. И всегда брендовая приставка или приставка рубрики Гуглом убирается, если вы участвуете. Но иногда бывает, что и проскакивает. И проскакивает, и это может не очень хорошо заэффектить. Сейчас посмотрим чуть дальше. И брендовый суффикс, понятное дело, название паблишера Google убирает. В 1,6% случаев от всех показов мы видим, когда у нас меняются заголовки в рамках одного и того же URL. Причем это всегда происходит в момент показа. Здесь сошлюсь на... По-моему, это хибины. Хибины про растворимый кофе пишут либо хибины, либо про город. Очень интересно. Мы сейчас разберем этот кейс чуть-чуть побольше, чуть-чуть подальше. У них начался показ по этой теме. Они в рамках этой темы, вероятно, тестировали заголовок, заменяли заголовок. Там никакого результата не дало, если что. А динамические данные в заголовке тоже частенько обновляются, участвуют,
по-моему, это Betting TV, что ли, сайт, я уж точно не помню, Барселона Атлетика, изменение кэфа в заголовке. Ну и когда какой-то происходит breaking news, мы их так называем, когда у тебя идет один материал, и в рамках материала что-то постоянно там периодически внутри обновляется и меняется заголовок. И тут видно, как Уфа, кстати, очень неплохо там с точки зрения кликбейта, да, не события, понятное дело, меняет заголовки, да, взрыв, стрельба, собираем данные. Бежали парни, мутный парень, он вел себя абсолютно не как все, обычный ученик. Сразу видно руку редактора. Ошибся, не Betting TV, это был ставка.ру, пример у них с сайта с изменением кэпа. Вот буквально почасовая история. Матч Сочи-Спартак 1 марта. Матч начинается в 16:30, в 15:00 их материал начинает получать первые показы. Кэп стоит и все еще 2.56. В 16:00 за полчаса до начала матча происходит всплеск, наибольший показ. Все логично, потому что те, кто занимается спортом, интересуются как раз и спортивной аналитикой, вот этот вот период за 30 минут до начала. Потом происходит смена коэффициента, и фактически никакого результата на продление этого тренда не последовало. Ну, то есть получил вот свой пик, то, что собрал, потом до 17:00, это опять 16:30, 17:00 произошел докат, все, дальше уже практически показов не было, никакого влияния это не оказало. Про город. Да, про город. Это было с новостью с материалом про кофе. Вообще, вот тоже очень интересная история. Публикуют, по-моему, 1 марта материал вот этот про кофе. Материал про кофе. Потом через 9 дней этот материал залетает в Discover 9 марта. Скорее всего, на фоне роста популярности кофе, могу себе предположить, 8 марта. Ты после того, как провел время с любимым, завариваешь чашечку кофе. Логично все. Может вырасти тренд. Что мы наблюдаем по цифрам? Кажется, что все красиво. У нас медиана показов. В среднем не отличается от других материалов, но зато медиана жизни 233 часа. Но на самом деле там ситуация такая получается, что фактически материал один раз появился в Google Discovery, не собрал, вероятно, никакого интереса, улетел, и дальше уже с ростом интереса, либо за счет некоторых манипуляций с подталкиванием, материал залетел. И в момент залета ребята убирают кликбейтную представку, и это никак не сказывается на его распространении. Пикабу. Противоположная ситуация. С удалением временной метки из заголовка. Абсолютно статзначимый рост. То есть у них материал какое-то время в метаданные подставлялось для уникализации временные метки, которые были. Эти временные метки отправлялись в Discover, показывались в Discover. Что мы видим? Мы видим, что Google их вырезал. Вырезал их сам. И после того, как он их вырезал, материал бустился. То есть, что можно предположить? Кстати, до предположения. Хочу такую штуку сделать. Ребята, кто смотрит в чатике, пишите. Здесь будет, особенно в первой части доклада, будет очень много технической информации. Я не буду давать никаких рекомендаций. Это все-таки задача ваша, с тем, чтобы, как вообще трактовать данные, что с этим потом делать. Поэтому всем ребятам, которые напишут самые крутые гипотезы в конце, мы возьмем их в проработку и проверим, а потом мы публикуем. Я не знаю, Мишу передам, например, публиковать или еще что-то. Поэтому пишите ваши идеи в чатик, мы это все дело посмотрим, потом проверим. То, что можно будет проверить, само собой. Поэтому участвуйте, вас, если что, скорректирует как раз коллективный разум, наше все. Так вот, возвращаясь к Пикабу, какой можно сделать вывод? Что предсказательная модель Гугла, она знает про некоторые паттерны, которые ведут к уменьшению CTR,
И как только эти паттерны исправляются, у нас происходит распространение и показ. Да, соответственно, где-то это неудачные эксперименты, где-то это удачные эксперименты с изменениями, поэтому за всем этим делом нужно хорошо следить. Но смена заголовка – это не буст. Это не кнопка какого-то буста, и к этому не нужно относиться так. Это скорее разблокировка, если изначально заголовок не нравится Google. Да, то есть не проходит он по модели PSTR. При этом даже в редких случаях Google сам может предпочесть другой заголовок у вас внутри из статьи. Вернемся к парсингу и индексации. Да? Есть у нас серверная индексация, серверный парсинг, который произошел, Googlebot каким-то образом нашел ваш материал, проиндексировал, забрал HTML-ку, извлек JSON-данные, Open Graph, Twitter, сам запрос, сформировал, кластеризовал, классифицировал все эти материалы. Это то, что на стороне Google. Что происходит на стороне клиента, во всяком случае, из того, что мы видим? Есть парсинг посредством функционала ивента после article viewer, который происходит, да, с чеком paywall и сменой метаданных, после визита пользователя, смена заголовка и смена картинки. Фоновая отправка на сервера Google и дополнение, произведение некоторых изменений, реакция на эти изменения в фиде пользователя. Что нам маломальски достоверно известно? Во-первых, на вот этом этапе клиентского парсинга Google чекает, поменялся ли Open Graph изображение. Если картинка поменялась, он может ее заменить. Это сразу на такую некоторую заметку. Или же стал недоступен. Очень забавно, я до конца не понимаю, как вообще, почему и для чего это происходит, потому что Google в любом случае кэширует изображение на этапе индексации. Да, зачем он проверяет его недоступность, и более того, если картинка там битая, он выкидывает сам по себе материал. Я думаю, скорее всего, у Гугла, у них внутри в компании есть некоторый такой North Star определенный, как увеличение базы, да, привлечение трафика. Вот как раньше продвигались, была таким North Star'ом в ТикТоке, что в Рилсах, когда чем большее количество людей скидывает, нажимает там кнопку «Поделиться», тем сильнее это бустит отдельно взятый тренд. Точно так же здесь, возможно, это связано с дальнейшим функционалом шеринга, да, что пользователь захотел поделиться у себя в соцсетях, а там картинка, не картинка. Может быть, из-за этого происходит некоторая система, фильтрации. Да? Paywall detection это мы обсудили. И что интересно еще очень, это отдельно, это даже не в мобильном приложении, есть такая функционал там веб-фида, когда пользователь открывает эту карточку со статьей, пробегается фид и чекает, какие у вас там RSS-фиды находятся на странице. Потому что когда в Великобритании, Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии и, по-моему, в какой-то африканской стране, я уже забыл, там 5 стран, они захардкожены, включен функционал feeds у вас там в карточке фида, два таба. Соответственно, когда вы нажимаете подписаться, follow, из обычного фида, for you, рекомендационного, на самом деле вы подписываетесь не на издателя, вы подписываетесь на его RSS-фид, который нашел Google. Так вот, следующий момент. Опять же, по требованиям к изображениям вернемся. Здесь абсолютно точно важно, есть флаги, которые указывают на отдельную проверку качества изображения, поэтому, когда вы там пережимаете картинки, смотрите, что это за вообще чудо там получилось. Quality, скорее всего, говорит в первую очередь о технических параметрах. Если изображение ниже там, 1200 пикселей, скорее всего, вы попадете, у вас будет thumbnail, и вы не получите future карточку с большим изображением. Происходит проверка. Есть такой флаг внутри. Кстати говоря, я там наименование флагов многих, и вот эта вся история, я их немножечко обфустировал. Я их немножечко назвал по-другому. Вот, это наша некоторая защита
нашего ресерча. Поэтому тут прошу не пугаться. Соответственно, есть карта WebP Image Support. Вероятнее всего, это поддерживает ли эта карточка вывод. Там была ли картинка изначально WebP или не WebP. При этом по данным разницы того, что этот флаг как-то влияет на ранжирование, тоже нету. Прекрасно ранжируется как JPEG, PNG и WebP. Правда, только они. Соответственно, тут тоже много нового не скажу. Image Max Preview, Large обязательно должен быть, иначе, опять же, у вас будет маленькая картинка. Это просто много кто пишет, просто повторюсь, довольно важная информация. Вот он, как выглядит у нас WebFeed. Австралия, Канада, Великобритания, ЮАР, да, в ЮАР конкретно в фиде. WebFeed – это фактически некоторый параллельный канал индексации ваших материалов. Он участвует, и мы его видим, эти материалы, не только в разделе Following, но и в разделе Discover. И дальше там даже при анализе исходного кода мы видели такие вещи, там recall boosting и прочие, которые могут так или иначе участвовать в том, чтобы бустить материалы, на которые вы подписаны в разделе For You. И следующий важный момент конкретно вот этого раздела Following, вот этого раздела WebFeed заключается в том, что те материалы, которые попадают внутрь Discover, вот этой вот ленты For You, по ним собирается абсолютно та же самая телеметрия. Соответственно, телеметрия от ваших подписчиков может учитываться, вероятно, при, когда Google смотрит на фактические показатели CTR. Я тут скрыл некоторые параметры. Webfollow чекает отдельно он favicon-ку, кстати, смотрит вот как раз-таки RSS-фид, который был. Вот это такое интересное наблюдение. После того, как он называется, перед тем, как материалы попасть в сам фид, материалы проходят 4 стадии подавления или фильтрации. Первых 3 касаются фильтрации на клиенте, и 4-я, последняя, это фильтрация на уровне сервера. Не буду здесь долго на каждом из них останавливаться, разве что такие интересные вещи есть. Во-первых, является ли у вас Google поисковой системой по умолчанию. Есть еще у Google, я, например, не знал, что существует какая-то enterprise-версия Google Chrome, в рамках которых корпоративные клиенты, корпоративный администратор может ограничивать показ пользователю. Это, правда, версия не Enterprise, не Chrome, а, скорее всего, гугловых аккаунтов, когда он может запрещать просто показ, показ как таковой ленты. Оффлайн, не оффлайн, что у тебя с интернетом, это все является как бы локальными стоперами. Есть очень интересный фильтр, не фильтр, а механизм, который работает со временем. Вы, наверное, замечали, что когда вы открываете Google Chrome, у вас загружается фид, вы закрыли мобильное приложение, открыли его через пару часов, ничего не поменялось. Все те же самые материалы. А потом через сутки, через 2 вы открываете Google Chrome, у вас она заново загружается лента. А все почему? Потому что внутри Google существует механизм такого счетчика, обратного отсчета, сколько времени эта карточка с момента первой загрузки показывается у вас в ленте. И если эта карточка находится более 48 часов с момента открытия, у вас вызывается принудительное обновление фида в фоне. На уровне сервера существует, пожалуй, 2 таких наиболее интересных и важных механизмов фильтрации. Это такой, есть коллектор-фильтр, это буквально фильтрация на уровне домена. Есть blacklist, когда домен заблокирован, он, скорее всего, очень сильно связан с поисковой системой, заблокированный он в поиске по каким-то причинам, соответственно, этот blacklist пополняется, домен просто на него не проходит. Тогда никаких материалов дальше у пользователя не получится. Причем, скорее всего, еще Google проходит эту всю стадию с индексацией контента, но просто на итоговой задаче он фильтрует его. Может Google зафильтровать вашу информацию или немножечко изменить ленту, потому что у него работают постоянно АБ-тесты,
их куча, они подавляют некоторые карточки. И еще механизм подавления присутствует, который работает скорее, ну, вероятно, работает как коэффициент для такого некоторого понижения. Когда вы нажимаете на карточку внутри «Не показывать мне этот контент», это очень вероятно учитывается на стороне Гугла. Я даже не знаю, сколько нужно, чтобы было по одному и тому же материалу, сколько должно быть там условных good-визитов, которые мы чуть дальше рассмотрим, чтобы перекрыть один вот этого действия, не показывать мне этот контент больше. Не показывать этот контент, это очень вероятно может являться таким вот инструментом внешнего подавления. Фид сформирован, отфильтрован. Что у нас происходит дальше? Здесь у нас включается система, такая, про которую мы сейчас чуть-чуть подальше проговорим, система Naides. То есть у Гугла есть механизм мэтчинга твоих интересов, топиков интересов с материалами, которые находятся внутри. Как мы это поняли? Мы это поняли тем, что Google в фоне передает, ну, грубо говоря, сущности, информацию по сущности кликов, которые по ним были, материалов кликов за последние сутки, 7 и 30 дней, и передает эту информацию туда, на сторону Google. Соответственно, Google может принять решение по поводу того, в соответствии с его мэтчингом, с мэтчингом может выбрать материалы. Да? Что происходит на сервере? На сервере есть вот таких вот по набору параметров, которые мы видим, это mid-based или там query-based. Query-based – это уже идет механизм классификации конкретного материала, который происходит. Да, материал показывается на основе твоих интересов и есть на основе query-based. Скорее всего, это, вероятно, даже два абсолютно разных механизма, что есть показ в рамках Discovery ленты персонализированного фида, это всегда mid-based. В рамках query-based, мне кажется, мои предположения, это могут быть, когда у тебя показывается материал на фоне высокого спроса именно на какую-то тему в поиске, которая, да, вероятно, она может попадать как в рамках персонализированного, так и неперсонализированного фида. Ну и там, соответственно, она тегирует ее, является там спортом, финансами, там трендингом, не трендингом, вот это вот все. Вот. Также сразу хочу проговорить такой важный момент, что это ничто не мешает одному материалу быть одновременно mid-based, спорт и там, YouTube контент, там, видеоконтент. Да. Соответственно, дальше эта информация, вероятно, передается в рамках PCTR, где может мериться сила пересечения сущности с пользователем. Да, эта сила может являться некоторым либо корректирующим фактором того, что будет показано, какие материалы будут выбраны. То, насколько контент вообще свежий относительно того, когда он его там, первый раз проиндексировал, он появился. Ну и там с учетом там, исторического CTR URL, домен здесь я тут, наверное, не скажу, это скорее влияет URL, уже запрогнозировать CTR. И тут раз мы начали говорить вообще про вот эту вот систему ранжирования, поговорим про нее чуть-чуть подробнее. Есть такой показатель, такой термин, не знаю, как сказать, PCTR, механизм. Мы его встречали несколько раз, один раз в Chrome и, по-моему, несколько раз в SDK мобильного приложения. Мы не знаем, как внутри, что здесь происходит, и мы можем делать только предположения. И здесь я хочу заострить ваше внимание, сейчас будет информация, некоторые предположения того, как передаваемые метрики, prediction, click-through rate,
может влиять на то, что появляется внутри. Да, что мы видим? Только сервер. Ранжирование происходит на сервере, где происходит PCTR. А feedback loop, безусловно, влияет, оказывает влияние на вот этот PCTR, накапливает действия, отдает их следующим запросам. При этом еще есть реал-тайм действия, а есть именно фидбэк действия. И там в случае с реал-таймом, накапливаемой статистикой, открыл статью, увидел статью, нажал «неинтересно» относительно позиции карточки в ленте, это то, что влияет на PCTR, вероятно. Да, опять же. А другие действия, которые касаются уже там интересов набора, интересов пользователя, там кликабельности и так далее, они могут уже в дальнейшем учитываться при корректировке самого алгоритма PCTR, делая его лучше и лучше. Да, соответственно, что у нас передается туда? Что у нас туда передается? Я здесь тоже часть параметров, там, куча телеметрических метрик, там, порядка около 140 разных. Вот, подсвечиваю только такое самое интересное. Да, по профилю пользователя, то есть когда информация о пользователе передается, она передается в фоне зачастую, то есть она скорее всего, она не оказывает влияния прямого на то, когда ты кликнул, и не учитывает, да, это не учитывается там большинство информации, касающейся там вот этих вот, там, первых параметров. А вот уже параметры там Discover Fingerprint — это идентификатор состояния ленты. Да, он, безусловно, учитывается, потому что на основании него можно понять, а что там вообще показывалось, да, что у нас там, из чего состояла лента, для того, чтобы PCTR, прогнозный CTR построить наиболее точно. Ну и там подписки, query follow. Ну и метаданные карточки, тут сейчас про них поговорю чуть-чуть побольше и поподробнее. Да, соответственно, что у нас подтверждено из кода? Мы видим экшены, клики, позиции, категории, там, сайт-тайтлы, в которых это происходит, вот эти источники поступления данных, да, там, в системе Panoptic. Скорее всего, это может оказывать влияние на PCTR. Да? Там клик по тип, прогноз в рамках этой группы, какой сейчас текущий CTR у карточки, какой был там относительно прогноза, не дотягивает. Даем следующую карточку, слава богу, там в рамках этого тренда, в рамках этой темы еще пару тысяч претендентов. User profile, там logstream, скорее всего, оказывают влияние уже на то, когда система PCTR переобучается, да, соответственно, она видит, какие интересы были у пользователя, какое состояние, что он там набирал, и она может корректировать вообще, объединив этих пользователей в группы, понять, вообще, нормально сработало в рамках этой аудитории алгоритм или нет, какой у нас получился фактически это CTR по карточке, хотя я прогнозировал вот такой. Да, то есть это, вероятно, работающий механизм уже на переобучение модели. Есть еще такой интересный метод, который мы нашли, не метод, а state, параметры, которые меряет SDK. Это good visit state. Что у нас здесь есть? Мы видим некоторый набор переменных, которые считаются. Например, infit good time. Что это такое? Это когда время плюс scroll, накопленные в фиде. Я думаю, что эти метрики могут использоваться внутри Гугла для того, чтобы вести более корректную телеметрию, потому что мы открыли Google Chrome, она загрузился. Является ли это good time в фиде? Да нет, конечно. Соответственно, здесь такая собирательная метрика. Время нахождения, время просмотра фида плюс событие скролла, которое происходило. Silence Visibility Time считается только стабильные периоды видимости контента. Google должен убедиться, что ты прочитал карточка, которая попала в видимую область, она прочитана, а не просто это мисклик. Long Open Time – это тоже отдельная метрика, которая считается как более 10 секунд с момента открытия статьи, там запускается счетчик, ты кликаешь, у тебя там в миллисекундах начинает срабатывать счетчик, и это считается
таким долгим просмотром статьи. То есть это, опять же, не возврат. Можно предположить, что это не возврат обратно в выдачу, то есть человек ознакомился с материалом. Единственное, что мне кажется довольно странным, что Google хардкодит 10 секунд. Правда, странным, потому что материалы, они абсолютно разного размера. Поэтому я не думаю, что это какой-то суперсильный поведенческий сигнал, на который нужно обращать внимание. У меня есть ощущение, что там сидят продукт-менеджеры, им нужно мерить, считать, какое количество активных пользователей Google Discover. А как их понять, кто такой активный пользователь? Активный пользователь тот, у кого время скролл был. И статью он читал больше 10 секунд. Да, то есть такие захардкоженные эвристические метрики, они немного напрягают. Они должны сразу давать как бы это сказать, задуматься нужно о них хорошо. Вот что. Good Interaction тоже интересная история касательно когда пользователь нажимает там поделиться, follow там, и другие параметры. Да, это, кстати, follow и поделиться, сразу отсылочка у нас к рилсам. Ну и processing there back again. Это, когда мы увидели это, сразу вспомнилась ASA, да, и кто работает с мотивированным трафиком, возвраты, там, четвертый, да, все прекрасно понимают и помнят. Классификация и кластеризация. Я бы на этом моменте хотел бы остановиться поподробнее. Я ее оставил в конец технической части. Почему? Потому что она довольно непростая. И вот почему. Первый уровень кластеризации, который происходит на уровне вот этого Гугла, это то, о чем я вам, помните, рассказывал как раз-таки про... Вот у нас есть разные блоки, назовем их виджеты, мы называем их кластеры. Они могут появляться на разных позициях. То есть вот мы видим, например, кластер геотаргетинг, он занимает геотаргетинг stories. Они, кстати, практически всегда занимают первые позиции в фиде. Именно поэтому они собирают такое огромное количество трафика. Moonstone – это смешанная лента, где могут присутствовать как материалы, которые являются персонализированными, так они могут смешиваться и с неперсонализированными материалами, событийкой. Всего мы видим, не знаю, сколько здесь, около 10 основных видов кластеров, которые есть. Moonstone основной. То, что мы видим, главный смешанный, примерно 6 и больше карточек на запрос, персонализированный плюс неперсонализированный контент. Neon кластер жестко персонализированный пайплайн. Геотаргетинг stories всегда не персонализированные материалы, да, это локальные новости. Ты приехал, сменил локацию, кстати, касательно переобувания, да, вообще о таких историях. Такие истории это очень-очень интересно. Геотаргетинг – это как раз вот эти геоновости. Ты сменил локацию, приехал в новую страну, что в этой стране актуально. Fresh Videos есть видео, отдельно блок с видео, который показывает, сейчас очень редко появляется. Breaking News, Deep Trends, тренды, да, трендовые темы по ростам сигнала, по запросам и сущностям, которые возникают. Это мемы, нарративы, какие-то новые технологии и так далее. Нарративы, длинные трендовые истории с развитием, да, вспоминаем УФА-1, если мне память не изменяет. Да, News Stories Headline, короткие новостные заголовки, когда вообще без карточек присутствует. Ну и там Hot Stack, это виджеты, спорт, погода, акции. Акции это только в мобильном приложении пока что присутствуют, именно когда видны виджеты с погодой, там, предстоящими матчами и так далее. И еще очень интересный тут большой привет в рамках российского рынка ребятам из Пикабу, потому что вот они частенько появляют, это трендовый пользовательский контент. Это буквально существует там отдельная категория для Reddit. Твиттер, кстати, туда часто попадал, сейчас Твиттера сильно меньше стало. Да, это тот самый трендовый UGC-контент.
Соответственно, что это за такая классификация NAIDS? Вот это шаг классификации внутри общего пайплайна. Помните, да, я показывал, там есть вот такой category, PSC, там bundle type. Это сочетание некоторых параметров, да, когда у нас есть некоторый класс, крупные мировые агентства, условно, геотаргетинг, локальные новости, и некоторый подкласс, который находится внутри, там, нишевые веб-сайты. Более того, помните про multiple triggering? Multiple triggering мы видим, когда у нас вот эти айдишники не расширяются, особенно для материалов, которые являются вот такие, как бы, их можно отнести одновременно, сейчас я его тут чуть-чуть подальше отнести, одновременно сразу к нескольким категориям, сразу к нескольким типам. И вот почему мы вообще так считаем, что это именно работает для классификации. Да? Мы видим переменные, которые используются. Ну, там есть пользовательские сигналы, там базовая вещь, которая происходит на уровне еще и там индексации контента, когда куда нам помещать эту статью. Да, в сторону персонализированного mid-based, не персонализированного. В какую категорию вообще отнести? Причем категории довольно здесь ограничены. Спорт и финансы, это флайт, шоппинг-прайс, ну, банальная информация о рендеринге. Является ли это трендовый контент или вообще это трендовый контент с пометкой трендинг, которая появляется? Ну и комбинированный – это когда у нас сразу несколько классов, кластеров попадает один и тот же материал. Вот хороший пример. YouTube, Spurs, прошу прощения за произношение, если что, не знаю, как правильно произнести эту историю. Один и тот же материал одновременно относится к трендовым, потому что Google видит, что конкретно повысился интерес к Ливерпулю, да, или, допустим, к спорту, к тому же самому. Материал относится к спорту, то есть это статья про футбольный матч. Да, и вообще этот материал показан пользователю на основе mid-based, да, то есть у него есть интерес, он ранее интересовался непосредственно этим, как называется, Ливерпулем, да, вот этой сущностью. Knowledge Graph ID-шка для нее существует. Соответственно, вот произойдя эту разметку и совместно с телеметрией по кликам и прочим вещам, мы можем сделать предположение, что вот эта вот классификация в рамках системы Panoptic, вероятно, позволяет вот эти вот группы определить. Соответственно, как у нас выглядит вообще, ну, если упрощать вот эту всю систему классификации? Есть у нас кластер, допустим, трендовый кластер, Deep Trend. В рамках него существует класс трендового контента. В рамках трендового контента, здесь не заостряйте внимание, что это конкретно Deep Trends. Но в рамках Deep Trends всегда появляется именно неперсонализированный Discover. Да? В рамках трендового контента у нас есть тренды. Да? То есть есть Liverpool Spurs, есть Star Wars, да, информация про релиз. И уже внутри этих трендов находятся уже непосредственно топики, да, материалы, которые ранжируются, сами статьи. Соответственно, поисковый движок сталкивается с проблемой выбора, как и в обычном рекомендательном алгоритме, как и в поиске, да, что ежедневно индексируется для одного типичного гео, может, там более 10 тысяч материалов. Из этих 1000 материалов, только 1000 претендуют на попадание в класс трендинг. А внутри класса трендинг у нас темы сейчас, которые в трендингах, даже по России смотреть, этих трендов, их уйма. Это там и Ближний Восток, это может быть там и 8 марта, и одновременно накладываемое, не знаю, какой-нибудь выход, изменения по условиям ЖКХ и так далее. Да? И внутри каждого из этих трендов происходит огромная конкуренция в рамках этих трендов. Что делать с этим?
Очень смешно, очень смешно выглядит, как в университете, перестать думать как SEOшник. Это мой хороший друг говорит, перестаньте заниматься SEO. Да, ну, это правда, ну, это не похоже на то, как работать SEO. Не делайте технические задания. Тут совершенно другой алгоритм. Очень забавно, потому что с нашего последнего доклада я видел несколько вольных трактовок, люди использовали там материалы, которые были для того, чтобы продавать свою собственную экспертизу по Discovery, кто-то даже сделал услугу на фоне этого, и я еще пока ни одного не встречал, кто действительно бы знал, как работать с этим Google Discovery. Поэтому мой самый главный первый совет – это посмотреть, как работают другие отделы. В первую очередь медиабайинг и SMM, потому что работа с Google Discovery, именно системная работа, она чем-то похожа на это. То, что не системная работа, это автоматизация, это поле аффилиат команд, они там вообще делают все немножечко по-другому. Так вот, давайте попробуем разобраться, что происходит на примере данных из Google Discover за 22 дня, с 12 февраля по 5 марта. Давайте посмотрим, кто у нас вообще ранжировался в топе. Здесь, наверное, я могу только выразить отдельный респект Виталику из XBT, потому что ребята, я не знаю, сколько уже, год занимают лидирующую позицию по объему трафика в России в рамках Discover, и то, как они работают, то, как они пишут заголовки, то, как они обрабатывают тренды, это вообще красота. Правда красота, мы потом посмотрим. Про город, да, тоже такой известный не в узких кругах медиа. Да, тоже ребята, они, наверное, на них смотреть стоит с точки зрения работы с Discover, то, какие они вообще механики используют, как они. Будет пару примеров интересных. Очень странно на фоне них всех выглядит Interfax, потому что Interfax он очень часто публикует самым первым, он самым первым входит в тренд. Но из-за того, что иногда он входит в тренд слишком рано, или с не очень хорошим заголовком, или не очень хорошими картинками, они упускают огромные объемы трафика. И обратите внимание, что про город 119 материалами получает в 2 раза больше интерфакса, который охватывает большее число трендов, чем тот же самый про город. Вот. Ну и Naked Science вообще тут тоже очень крутые. Я очень люблю смотреть на это медиа, потому что они творят чудо с точки зрения подбора изображений. У них всегда заголовки по факту, по сути, а картинка крутая. Просто обратите внимание, то, как они собирают материалы. Иногда залетают, здесь видны работы отдельных аффилиат-команд, кто как работает, чего куда. И здесь как раз-таки очень интересно, кто в какой категории. XBT восхищает, что они в категории технологий умудряются собирать больше всех. Хотя новости, например, те же самые, быт, рецепты и прочие вещи собирают гораздо больше. Если делить тренды, да, вот тут есть колонка трендов, в которых они участвуют, их можно поделить на 2 типа. Это краткосрочные и долгосрочные тренды. Краткосрочными трендами мы считаем все тренды, которые живут меньше 48 часов. То есть когда у тебя новые материалы внутри тренда перестают появляться. То есть он отжил, отсвистела какая-то информация про какой-нибудь очередной мем или выход нового смартфона, и все, протух. И долгосрочные тренды – это те тренды, в которых существуют материалы, могут публиковаться долгое время, могут публиковаться неделю, могут публиковаться иногда даже целый год, иногда и больше. Но, опять же, не всякий долгосрочный тренд является вечным. Очень хороший пример, например, был касательно тематики криптовалюты, что когда она в 2018 году
там, после 2018 года она начинала там набирать обороты, она присутствовала в неперсонализированном Discovery. Очень много ее было. Это была общемировая тема. Она собирала трафика больше, чем инвестинг. Огромные медиа там, обо всем. Да, там отдельные паблишеры. Но тренд ушел. Крипта ушла в персонализированный Google Discover по большей части. Ну, вот здесь стоит понимать, ничто не вечно. Что интересно с точки зрения метрик? Ну, во-первых, с точки зрения краткосрочных трендов. Обычно там довольно невысокая конкуренция. Из статей на один тренд в среднем 1,1. Очень много является, когда тренд заходит один издатель. Редко появляется, когда там второй подключается к этому же тренду. Почему так происходит? Хотя кажется, что материалы, там, Ливерпуль против Манчестера пишут, все издатели, все, кто есть. Время входа в тренд. Это невероятно важный показатель, мы сейчас его чуть-чуть попозже рассмотрим. Это то, почему, когда вы смотрите на время жизни трендов, на конкуренцию, на средний срок жизни статьи, это ничего общего с классическими SEO-процессами не имеет. Да? И, соответственно, паблишер заходит в тренд в нужное время, у него тренд отрабатывает. От 1 часа до 32 часов одна статья живет, да, там в среднем живет статья. Да, и с долгосрочными трендами ситуация чуть-чуть получше, да, материалы живут немного подольше, но и конкуренция в рамках этих трендов существует гораздо более серьезная. Если распределить вот эти долгосрочные тренды по времени жизни, сколько они живут, здесь получается вот такая вот интересная картина, что если мы смотрим на долгосрочные тренды, да, то у нас большинство трендов сосредоточены тренды, которые живут более 14 дней. Да, вот эти вот evergreen. Там 3 дня, там 7 дней, там 14 дней, их на самом деле очень небольшая доля. В рамках краткосрочных трендов в них гораздо больше объем статей суммарно публикуется, и самих этих трендов гораздо больше. И внутри них материалы сами по себе могут жить очень недолго. То есть обратите внимание на пик, меньше 6 часов. Среднее время жизни там, материала внутри тренда. А материалов, которые живут меньше 5 минут, вот я тут отдельно вынес такой пик, он вообще является доминирующим. Когда Google посчитал, вот она трендовая тема, сейчас мы ее, 5 минут показывает, не получает никаких, вероятно, подтверждений по CTR, все, материал уходит. В редких случаях до лучших времен, как вот с примером было с кофе на ProGorod, да, зачастую просто уже никогда больше не появившись. Тренды можно разделить дальше, да, дополнительная классификация. Это вот, кстати, мы еще далеко до того, когда 2 года назад мы начали делить вообще сами по себе эти тренды, еще не обладая информацией, довольно большим объемом информации, мы начали их делить на вот этих вот 5 типов при работе с ними и строить гипотезы. Довольно много вещей подтвердились. Да, опять же, повторюсь, это не классификация откуда-то взятая из SDK, это логика взаимодействия, как нужно делить. Да, есть кластер долгоиграющих трендов. Это те тренды, которые существуют долго. Там, тренды на ИИ. Да, есть огромный тренд на ИИ, вот все там. Есть внутри него даже подтренды, которые касаются там Anthropic, OpenAI и прочих компаний, в рамках которых постоянно, регулярно публикуются материалы. Или погода, или курсы и прочие вещи. Событийный. Второй по объему показов. Хочу сразу здесь проговорить вот такой момент. Вы здесь увидите метрику, которая является такой estimated impression. Что это такое? Это экстраполированные данные, хорошо скажу, экстраполированные данные
там, с учетом выходных дней, с учетом доли покрытия там, в России, доли использования хрома, доли мобильных пользователей, с учетом демографической пирамиды и сколько какой-то демографической пирамиды активных пользователей, довольно неплохо сделаны. Но, опять же, это estimate, прогнозируемые показы. Введены они здесь просто для вашего удобства, просмотра, чтобы можно было оценить, сравнить между собой группы и сами материалы. Вероятно, этот показатель, наверное, можно умножать где-то на 2 там, с данными, которые мы имеем в большинстве случаев. Событийные тренды. Второй по размеру, по объемам показов, по объему получаемого трафика. Самое маленькое среднее время жизни статьи, которая получается, но при этом один из самых, наверное, самый большой объем трафика за этот период, за единицу времени. Сезонный. Да, тут понятно, это все темы, тренды, которые появляются непосредственно со временем, да, завязаны на сезонке. Мигрирующие тренды, я сейчас расскажу про каждый тренд поподробнее. Мигрирующие тренды. К ним мы соотносим те тренды, которые переходят из страны в страну. Это, например, то, как работают многие команды автоматизации. Не буду говорить, что там за алгоритм, расскажу просто, что такое мигрирующий тренд. Это когда две страны имеют общие социокультурные совпадения. Общая религия, общие там, средние там, социальные кластеры, сколько средний класс, сколько не средний класс. Хорошо иногда, когда объединенные в общие группы. Эти страны имеют очень большой объем совпадений по интересам, особенно по неперсонализированному Google Discovery. Ну, то есть нет смысла там переписывать статьи из Саудовской Аравии в Россию, потому что две совершенно разных религии, два совершенно разных часовых пояса, две совершенно разных подхода там, к бизнесу, там, состоянию и так далее, там, смысла делать нету. И вот эти мигрирующие тренды – это вот пример с Россией. Эффект Долины. Вот был Долины гейт в ноябре месяце, огромный, это, можно сказать, долгоиграющий тренд, который стал мигрирующим через 2 недели после того, как он начал бомбить там, США, там, Лурия, все там, Долина такая нехорошая, туда-сюда, много-много-много статей, он начинает стрелять в Беларуси. Хотя, казалось бы, такая персонализированная, да, Долина. И это очень интересно, потому что с такими трендами можно и нужно работать. Ты можешь смотреть, что происходит в другом регионе, особенно очень схоже с тем, с которым ты работаешь, что можно обыграть в своем. Ну и мегатренды – это огромные тренды. И Ближний Восток, война, вот все. Начнем не по порядку, начнем по моему порядку, с того, как я больше всего, какие группы кластеров я больше всего люблю. Люблю я в первую очередь это сезонные тренды. Они самые классные, потому что тут большой простор для работы. Что мы относим к сезонным трендам? 8 марта, вот за наш период просматриваем там, с 12 февраля по, я забыл уже какой марта, не суть важно. Что у нас случилось? 8 марта, китайский Новый год, Пасха, сезон отпусков, Олимпиада и так далее. Огромное количество, в первую очередь, прогнозируемых событий. Здесь не стоит акцентироваться только на каких-то на праздниках. Это может быть что угодно. Это может быть даже та же самая плохая погода. Ну, мы знаем, что в центральной части России, вот январь-февраль, самые такие месяца, не очень хорошие, грязь, слякоть, люди интересуют, там какой-то циклон еще пришел, все разморозило, очень сильно растет спрос, и это сезонный спрос на погоду, да, что вот похорошела погода, стало более сухой, особенно в марте, когда люди радуются, когда начинает все наконец-таки таять.
Помимо погодных условий, это может быть и даже движение космических тел, которые являются прогнозируемыми и пользуются, значит, в принципе, исторически высоким спросом не только в России, в мире. Да, это там, лунные затмения, солнечные затмения. Мы знаем, когда, где, в каком регионе затмение будет. И всегда Google Discover, не всегда, очень часто отвечает на это трафиком. Давайте рассмотрим чуть-чуть поподробнее, а как у нас выглядит вот этот вот за указанный нами период, какие вообще тренды у нас появляются. Смотрите, колоночка URLs – это число URL, да, число статей, которые появились в рамках этого тренда за указанный период. Estimated impressions, соответственно, объем трафика, который здесь содержится, среднее AVG lifetime, среднее время жизни одного материала. За счет чего я люблю вот эти сезонные тренды. В первую очередь из-за низкой конкуренции и времени входа. 10 самых желанных духов. Это вообще отдельно классная тема, опубликованная, по-моему, на Леди Mail.ru. В рамках сезонных трендов очень удобно и классно можно их комбинировать с коммерческими, с брендами, да, все пишут перед 8 марта топ-10 лучших подарков на 8 марта, единицы задумываются о том, что необходимо не просто написать топ-10 лучших подарков, а учесть еще, чем вообще интересуется в России, что сейчас на хайпе, рост, чем вообще интересуются пользователи. Да? Соответственно, легко входить в тренд, у тебя есть там буквально от 2 до 4 часов для входа в этот тренд, для того, чтобы успеть собрать хоть какой-то трафик, который здесь появился, да. И, наверное, все, да, из основного. Я думаю, этого должно хватить для того, чтобы заинтересовать вас в этом сегменте. Очень интересный, обратите внимание, тренд «Салат Машенька». Вообще красота, хибины круто работают. Вот они заметили очень хорошо, у них отстрелила статья про салат Машенька. Они не растерялись, и тут же появился салат хулиганка, салат смуглянка, ночь с блондинкой, Татьяна, Танюша, Аленушка. И посмотрите, как они в рамках этого тренда одной и той же статьей окучивают Google Discover, собрав там даже больше, чем желанные духи. Все логично. Перед 8 марта женщины хотят удивить своего любимого, приготовить какой-то классный салатик. Опять же, это еще очень хорошо отслеживание трендов характеризует аудиторию, которая читает, аудитория, которая показывается. Да? Это такая взрослая, платежеспособная, интересная аудитория. Посмотрите на подачу, которая идет. Не успела подать, уже его нет. Сварганили вкусноту. Так, мне кажется, только бабушка с дедушкой своей могут сказать. Сметают со скоростью звука. А ночь с блондинкой, вкусный, нежный, незабываемый. Красота. Там иногда некоторые заголовки смотришь, круто. Они дают вот эту эмоциональную окраску. Умеют, могут, исполняют. Материал, вот этот про 10 самых желанных духов. Что здесь произошло? Почему я этот тренд вообще отдельно выделил? Потому что здесь произошло очень грамотное время публикации этого тренда, очень грамотное окно входа. Совмещено сразу два тренда: 8 марта и духи. Там, если посмотреть на духи, вообще удивительно, в России последних полгода, год, какой-то сумасшедший рост вообще на разного вида парфюмерии. Там селективная, неселективная, люди как-то подключаются, блогеры это активно двигают. И здесь, может быть, специально, может, не специально, Mail.ru объединяет этих два тренда, дает хороший лаконичный заголовок и забирает трафик. Дальше. Событийные тренды. Следующий кластер. Тоже по любимости. Чем он хорош? Чем я так его люблю? Тем, что событийные тренды – это почти всегда
ну, не всегда, а часто, это те материалы, которые появляются самыми первыми. То есть их характеризует один из самых больших трафиков на статью в среднем. Да, то есть там у тебя, опять же, получается довольно небольшая конкуренция внутри тренда, побольше, чем, конечно, чем событийка. Тут вы видите, да, число урлов на тренд, который получается, и число трафика, объем трафика, там, сколько он там, 3 миллиона на статью про энергетические планы Кипра замороженные, да, или там, про материал депутата «Новые люди» выступили, там, по-моему, это тема, связанная с изменениями в пенсионном законодательстве. А в среднем у событийных трендов гораздо ниже среднее время жизни материала внутри этого тренда, ну и собирает он в разы больше. Поэтому он крайне интересен. Давайте рассмотрим чуть-чуть под лупой. Вот хороший есть очень тренд, про страны ОПЕК увеличили квоту. Такой он отработал, неплохо, по-моему, там чуть более суток. Что мы видим? Что мы видим по фиду? Ну, первое. Интерфакс. Умнички, классно. Первые зашли, собрали трафик вовремя, круто, хорошо, нормальный заголовок, нейтральный заголовок, хорошо. Дальше. Очень высокий лайфспен получает палуба медиа. Вообще это профильный такой медиа с упором на моряков. Они дают заголовок «Остановка судоходства в Ормузском проливе грозит привести к значительному дисбалансу нефти и газа на мировых рынках». Такой, опять же, нейтральный, спокойный заголовок. Палуб медиа очень редко увидишь, на самом деле, в Google Discovery, в неперсонализированном. Но тут конкретно в рамках этого тренда, вероятно, сыграл авторитет конкретно паблишера и материал, да, вот в рамках этой темы. И материал получил такой вот значительный буст, при том, что у него не самый привлекательный заголовок, скажем честно. Ведомости тоже хорошо заходят в этот тренд, пишут классный заголовок, смешивая ОПЕК, квоту на нефть, и добавляет сюда газ, а газ является очень популярным, социально значимым словом, на которое люди активнее кликают. Объединяют, классно, получают хорошие показатели по CTR. Инвестинг и Finance Mail.ru, они объединяют два тренда. Опять же, да, очень похожая ситуация. То есть обратите внимание, что пишет Finance Mail.ru, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на стоимость нефти. Та же самая, увеличение квоты, стоимость нефти, но сейчас людей в данный момент интересует конфликт на Ближнем Востоке и сама по себе нефть. Они совмещают эту историю в рамках заголовка. Google понимает, что большого числа людей находится интерес, прогнозируется высокий CTR, ребята собирают хороший трафик. Инвестинг, перепечатав новость с Reuters, тоже не отстает, собирает немножечко меньше, там 36 тысяч показывает, примерно прогнозно, просто переведя материал и отработав хорошую работу со страхом. Россия сократит добычу нефти. Да, опять же, грамотный заголовок. Forbes, с Forbes вообще ситуация странная. Странная почему? Потому что пишутся очень классные, крутые статьи, но либо какое-то время входа в тренд не очень, либо в основном на самом деле время входа в тренд, иногда даже где-то они могут перебарщивать с кликбейтом, при этом классные суперские материалы, вообще одни из лучших, кто пишет на рынке. При этом, опять же, их протестировало, но они не получили затишье перед бурей. Почему цены на нефть поднялись незначительно? Рановато зашли, и и не очень много показов получили. Обратите внимание, есть такие вот 1024, 2049, и у них такое время жизни очень небольшое. Значит, те, у кого время было меньше, по нашим прогнозным знаниям, меньше 1024, это значит, что материалы не прошли вот такую
не прошли, Google запрогнозировала им один CTR получился по факту другой. Она получился небольшой. То есть вот эти материалы, которые прожили меньше 5 минут. Ну, вот эти материалы прожили чуть-чуть подольше, там, меньше часа. Чуть меньше часа. Да, ну и там НГС.ру и Бизнес-газета публикуют, просто дали не очень хорошие заголовки, заголовки, от которых просто, банально люди устали. Там даже можно зайти посмотреть на число просмотров по РИА Новости, там даже вот просто там, по соотношению просмотров статей, не собирают трафик, не собирают. Почему еще хороши событийные тренды? Тем, что событийные тренды часто превращаются в развивающиеся и в дальнейшем долгосрочные тренды. Пример. Был представлен Samsung Galaxy S26. Вот, отработал чистейший событийный тренд, хороший объем трафика собрал, и хороший редактор такой думает, ага, а что у нас теперь людей будет интересовать дальше? При этом обратите внимание, что обзоры Samsung, сравнение с новыми айфонами и прочие радости, греется, не греется, как разобрал и фиксит, и прочие новости, они идут в рамках персонализированного Discover. Потому что у людей интерес. Он идет. Google видит, что это все еще история на хайпе. Хорошие издатели работают с этим трендом, закрывая новый материал. Новые сроки оплаты ЖКХ изменились, по-моему, с 1 марта. Все, пошли материалы, когда оплачивать коммуналку, где оплачивать коммуналку, почему оплачивать коммуналку и так далее. Новые санкции. Как санкции влияют на курс рубля? Постановление суда по LED-фарам. Все, народ сразу начинает интересоваться, а как легально установить теперь LED-фары в 2026 году. Соответственно, твой событийный тренд очень часто превращается в развивающийся. Когда я говорю очень часто, 5% из всех материалов, которые появляются в событийке, потом имеют некоторые продолжения. Вечно зеленые тренды. То, во что все пытаются целиться. Вот, сейчас я пойду. Вот есть тема, которую вижу, постоянно залетает в гороскоп на сегодня. Вижу курсы доллара, прогнозы валют, симптомы гриппа, правильное питание, рецепты и прочие темы. И вот сейчас я буду писать про это же самое, и у меня начнется трафик из Google Discover. Но что мы видим, когда мы смотрим на вечно зеленые тренды? Вот, например, погода в Санкт-Петербурге. Погода в Петербурге меняется. Вот он период, этот тренд идет месяц практически, с февраля, весь март, все время существует. И что мы здесь видим? Мы видим здесь полное доминирование фонтанки. Да, то есть все, фонтанка сначала написала про погода изменится за день, потом циклон уходит, зима вернулась, погода, скачки погоды и так далее. Они прекрасно, круто отрабатывают вообще полностью весь этот тренд. И тут попытался Росбалт немножечко влезть такой с тематикой. Тематика периода, это когда там 20 февраля, да, там с бизнесом был какой-то аномальный рост спроса, вот они еще совместили, это бизнес, погода, вот это все даже залетели на какой-то результат. Да, там погода Mail.ru хороший, дали очень заголовок, обратите внимание, такой эмоциональный, Петербург высохнет без осадков под влиянием циклона, да, высохнет как раз-таки мокрый Санкт-Петербург, классный заголовок. Зашли, какой-то трафик здесь собрали. Соответственно, вечно зеленые тренды характеризуют, он имеет самый большой трафик по объему на периоде, это правда, потому что, постоянно пользующийся спросом. То, почему крипта и смишки какое-то время просто собирали невероятный трафик. Но есть ощущение, что в рамках вечно зеленых трендов присутствует некоторая привычка к домену. Да, смотрим на фонтанку. Смотрим на фонтанку, и в таких трендах, и даже когда туда пытается залезть, например, тот же самый ProGorod, не получается, потому что ProGorod использует абсолютно ту же самую механику, что фонтанка использует очень часто использует в вот этом тренде с погодой. Соответственно, у нас вырисовываются несколько
Механик работы с трендами. Ребят, вы пишите, если что, в чат, опять же, да, какие у вас идеи появляются, того, что можно было бы проверить. Еще раз повторяюсь, я не буду давать полностью каких-то суперрабочих алгоритмов и прочего, потому что мы сами, не знаю, 2 года постоянно правим, модифицируем, меняем и так далее, и так далее. Вот, думайте сами, решайте сами. Первый, самый простой метод работы. Перехватывать тренды. Да? Мы видим, появился тренд 5 марта, радиотелескоп Alma получил крупнейшую карту ядра Млечного Пути за всю историю. Один конкурент, XBT, хорошо, трафика, сколько там, больше полумиллиона показов потенциально. Зайди в тренд в первые 24 часа, подумай над заголовком, и что показывается в заголовке. Дай картиночку лучше, чем они. Посмотри на Naked Science, что они делают, как они подбирают. Ну, и там не только Naked Science. Футбольный Sportsmail тоже. Сидни Кросби в финале против США я не сыграл ради блага команды. Да, дал комментарий. Тоже прекрасный тренд. И многие написали про это, но их не успел либо там проиндексировать Google в момент входа в тренд. Вот, ну, в общем, такая ситуация. Вот, ну и повторяй этот алгоритм раз за разом. Следующий момент. Прогнозируй. Это, пожалуй, самое важное. Почему? Обладая информацией по поводу сезона, предстоящих событий, важных государственных решений и прочего, включаешь голову, думаешь, каким образом в рамках моего медиа можно отработать эту новость, что ее надо будет как минимум как-то отработать, оседлать, причем оседлать не просто, в сезонке очень часто вот эти вот появляются лесенки, когда особенно сезон длится долго, там, например, сезон посадки огурцов, да. Думай заранее, но пиши статью день в день. Почему? Потому что вот мы видели материалов, которые классно объединяют 2 тренда, то, что людей интересует на данный момент. Это повлияет на ваш CTR. Предсказывай следующую тему. Если уж ты собрал трафик по какой-либо теме, развивай ее. Развивай. Ты имеешь приоритет. Ты привел трафик, Google увидел, он отработал твой тренд, ты провел какое-то время. Тренд имеет возможность продолжения, окучивай, пиши дальше статьи. Ты знаешь, что этому пользователю проставился определенный топик интереса. Работай дальше с этой аудиторией. И очень важная вещь – это подумай об окне входа в тренд. Да? Когда вообще? Иногда со многой событийкой лучше войти не раньше, а лучше войти позже. Вот, например, тема с вот этими изменениями ЖКХ, которая вышла 1 марта. Знаете, какой материал получил больше всего трафика? Который вышел 2 марта. Почему? Потому что, учитывайте особенности аудитории. Далеко не все были проинформированы, получили информацию о том, что что-то там меняется по части ЖКХ. А тут 1 марта давай разгонять информацию, нам на работе сказали, по телевизору увидел и так далее, и так далее. И вот он начинает, а что там происходит-то вообще? Да? И, соответственно, тренд отрабатывает не 1 марта и не 31, что нужно знать о том, что он отрабатывает 2 марта. Поэтому нужно думать. Используй персонализированный Discover для написания неперсонализированный Discover для написания персонализированных материалов. То, о чем я говорил. Следите за глобальными трендами. Когда отработал, вот, например, тренд Samsung, тот же самый, все, мы же знаем, что у нас проставился сейчас большой доли аудитории, проставился топик интересов. Samsung, новая модель. Работай с ним. Держи в голове, что у тебя есть окно.
с момента которого человек получил эти интересы. Вот это freshness bucket, 24, 7 дней, там 30 дней. В 30 дней плюс уже идет такой более evergreen контент, в который тоже можно заходить. Бизнес-коуч заголовок. Строй систему, а не пиши ТЗ. В чем смысл? В том, что очень сильно отличается работа с Google Discover от того, что вы привыкли делать, того, что, не знаю, там вам делают, не знаю, там, специалисты. Это не про написание впрок технических заданий, про какой-то невероятный этот. Это про выстраивание системы. И причем с каждых из типов трендов она разная. С сезонкой, вы понимаете, с событийкой. Где-то это работа с главным редактором, где-то это гайдлайны по написанию заголовков, где-то это планирование, где-то это аналитика. И это очень сильно похоже, согласитесь, на SMM, когда SMM работает с трендами. Посмотрите на это, посмотрите на то, как работает медийка, то, как она оценивает эффективность своих показов, то, как она прогнозирует и так далее. Посмотрите на то, чем занимаются специалисты по медиабайингу. И самое мое прекрасное и любимое – это перформанс. Смотрите, как перформанс выстраивает систему. Не буду говорить, как это вот буквально то, из-за чего я люблю само по себе SEO, потому что когда выстраивается какая-то система, в рамках которой можно работать, такая рабочая и итеративно улучшаемая, это вообще самый кайф. Поэтому всем спасибо. Немножечко, я очень много информации рассказал, очень много из этого является некоторыми гипотезами и в некоторых случаях домыслами на основе, особенно на основе анализа SDK. Очень тяжело разобраться, что с чем связано, но надеюсь, это было полезно. Что еще объявлю? Объявлю, что, ребят, кто подпишется, вот не успел в чате, кто подпишется на телегу Blinkit, пришлет мне хорошую идею, которую хотелось бы проверить, я предоставлю доступ к вот этим вот данным из Google Discover по телеметрии, чтобы вы сами могли покрутить, посмотреть. Если идея будет хорошая, используйте. Опять же, человеку, который двухуровневая система, человеку, который еще найдет ошибку в том, что я нашел, я оплачиваю бар. Идем в бар пить пиво и обсуждать за Discover. Да, всем спасибо. У меня все. Артем, огромное спасибо за такой обстоятельный, подробный доклад. Мое почтение, столько информации. Ты очень глубоко закопался, молодец. Очень круто. Круто, я рад. Ага, спасибо. Вопросы, конечно, есть. На твой взгляд, как можно применять нейросети для продвижения в Google Discover? Какой вообще вопрос? Как, в смысле, как можно применять? Нужно брать и применять. На каких этапах рекомендуешь? Да, это очень странный вопрос, извините. То есть, что умеет делать нейросети? Умеет генерировать изображения, умеет переводить тексты, умеет составлять заголовки, кластеризировать, классифицировать. Что значит на каком этапе? На том этапе, на котором у вас какая-то работа при работе с Google Discover занимает много времени. Когда вам нужно что-то автоматизировать, вы берете и применяете. Нужно проанализировать конкурентов, классифицировать что-то, написать контент. Можете уточнить, что имеете в виду, может быть, говорить про генерировку контента. Да, я, может быть, попробую вам на этот вопрос ответить. Спасибо. Как лучше учиться продвижению в Google Discover? Наверняка у новичков в этой теме будут подобные вопросы. Что рекомендуешь? Как сказать? Интересно. Опять общие, я не люблю такие общие ответы, но ничего с ним не сделаешь. Интересоваться. Мне кажется, сейчас сама сфера SEO начинает приобретать тот вид, с которого она вообще изначально задумывалась.
падает информационный трафик из яички, да, то есть уходят люди в чатах, появляются, там объявляют смерть, как бы смерть SEO. Что за смерть SEO? Откуда, с чего она должна была умереть? Когда SEO это всегда было про реверс-инженеринг. Ты находишь дырочку, долго разбираясь, анализируя, смотря что там, чего у кого, проверяешь гипотезы, строишь их, точнее, формулируешь в голове гипотезу и начинаешь пытаться ее проверить. Не смотреть буквально, что там, не знаю, Артем Поклонский рассказал, а пойти проверить, посчитать, работает, не работает, а почему может не работать. Я не знаю курсов по SEO и никого рекомендовать не буду, курсов по Discover их тем более нету, поэтому я не знаю, будь реверс-инженером. Ну, не реверс-инженером, будь интересующимся человеком постоянно. Да. Смотри, оценивай свою работу. Вот. Ага. Кстати, если бы ты запилил курс по Discover, уверен, были бы желающие присоединиться. Не думал о таком? Не буду делать курс по Google Discover, я еще очень много информации опускаю, и далеко не все буду рассказывать, это как бы отдельная вообще история. Понимаю. Вопрос такой. Является ли наличие сущности паблишера в Knowledge Graph обязательным условием для участия в конкуренции за выдачу в Discovery? Нет. Угу. Просто и быстро. Далеко не обязательно, чтобы твой паблишер существовал в рамках, присутствовал в Knowledge Graph, был ID-шник какой-то, туда-сюда. Вот, абсолютно прекрасно себя чувствуют паблишеры, у которых нету ID-шника в Knowledge Graph, у них даже есть там отдельная страница паблишера. Нет, не стоп-фактор. Угу. Спасибо. Вопрос такой, комментарий, кстати, тут. Топ-контент, Артем, пишут ребята. Спасибо, рад, что зашло. И вопрос такой, где найти такую информацию о просмотрах, как с салатами? Не скажу. Следите, подписывайтесь в Телеграме, следите, все будет, расскажу. И не буду делать никакую рекламу. Угу. Ты умеешь интриговать, молодец. Следите, да. И вопрос такой, какие ограничения по длине заголовка в Google Discover? Слушайте, не помню. 2 строки, не помню. Хоть убейте, не скажу вам символы вот сейчас прям сходу. Возможно, они вообще плавающие, знаешь, как и в десктопной мобильной выдаче, там одно время одно количество символов, потом другое, потом меняют снова, и я за этой ерундой даже не слежу, если честно. Зачем эти пиксели какие-то считать, там, символы? Да, это на самом деле ерундистика. Но что интересно, вообще вопрос хороший, вообще какие правила хорошие для сниппета того, что было? Да, что туда по-хорошему нужно помещать, потому что люди читают вертикально. Это факт. Большинство людей это это вертикальное чтение, которое происходит. Вот у тебя идет текст, да, много строчек, и люди читают вот так вот вниз, улавливая общий смысл. То же самое прослеживается и в Google Discovery. Не знаю, я могу посоветовать. Это у вас заголовок будет там 2 строки. Там, самое популярное разрешение там 420 пикселей. Как это там выглядит? Считывает он по первым словам, по первым строкам основную интригующую составляющую. Классно. Картинка. Что у вас является главным? Изображение или заголовок? Иногда очень постные заголовки просто вытягиваются за счет крутой картинки по фактическому CTR. Как-то так. Угу, спасибо. Вот еще вопрос такой. Нужно ли подключать Instant Index Google для Google Discover или как он там называется? Instant Index? Что-то я не очень понимаю. Напишите просто в личку, что имеете в виду, что там как называется, отвечу. Не знаю, нет. Там даже сейчас внутри Гугла видно по исходным данным, что Google, например, чекает до сих пор этот VPAS,
да, это веб-паблишер, Access, что-то там, не помню, да, что наличие паблишера, который публикуется там в Google новостях, там в паблишер, короче, в паблишер-центре, но, опять же, это далеко не всем паблишерам нужно, далеко не все там есть. Это скорее такой бустинг, наверное, который дается внутри домена, именно там внутри, именно самому домену, но не материалу. Вот. Артем, не так давно, помнишь, была утечка там алгоритмов Google, там кусочка, и ты там, если, может, интересовался, может, была какая-то информация, касающаяся Google Discover, или там этой зависимости никак не найти? Ты не Да, смотрел? была. Что-то была какая-нибудь инфа там для тебя полезная, вот лично? Там точно было про PCTR. Там было упоминание PCTR, но я не помню, мы что-то решили немножечко подзабить в том, чтобы смотреть туда, в ту утечку, не найдя нужных нам интересующих паттернов, поэтому не знаю, может быть, проверим еще, посмотрим. Не помню, вот врать не буду. На данный момент вопросы закончились, и, Артем, по традиции скажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Вот слайд с твоими контактами вывел. Пишите. Хотите знать, как работать правильно с Discover? Хотите получать информацию? Получайте информацию, пишите мне, буду рад пообщаться. Я вот, Миш, прям перед записью говорил, наверное, огромная ценность того, что вот прошел наш звонок, это в том, что познакомился с огромным количеством интереснейших людей. Вот вообще там друга даже нашел. Да, поэтому что, люди, которые интересуются Discover, пишите. Ведь скоро будет связано с Discover большой анонс, так что... Отлично. Тебе может какой-то там чатик сколотить, или уже есть там по Google Discover в телеге, например, или какая-нибудь группа там в соцсетях? Может быть... Не думал об этом. Может быть, попозже что-то в эту сторону будет, но я даже не представляю. У нас должна была быть эта презентация в начале февраля месяца, тогда бы разъем был бы, да, там куча информации, которую еще никто не видел. Ну, время нету. Этим всем нужно заниматься. Я не понимаю люди, которые ведут какие-то такие экспертные все истории, и у них успевает время работать, именно находить что-то. Это фантастика. Нет, пока времени нету, поэтому не буду делать никакие чатики. А вот анонс будет скоро большой, классный, интересный по части Discover. Артем, большое спасибо. Благодарю тебя за великолепный доклад. Действительно, это прям высший класс. Такая информация ценнейшая и глубокая, такая техническая, поэтому ты молодец. Будет желание, приходи снова, буду рад. Круто. Спасибо большое. Спасибо и тебе. И вам, ребята, сейчас буду смотреть, читать чат, что вы там какие гипотезы напридумывали. Надеюсь, что-то есть. Конечно, есть все. Чат сохранится. И на этой позитивной ноте завершаем наш вебинар. Всем спасибо. До новых встреч и увидимся в топе, в том числе Google Discover. Да. Всем пока-пока. Так, все, закончилось? Пока нет, еще отключается, что-то нажал кнопку «Завершить вебинар», ну, что-то подвисает там чуть-чуть. Ничего страшного. Если не развиснет, просто закрой вкладку и... have trouble connecting. Так, еще раз. Stream.